Это гайд на экспедицию в игре Path of Exile 2. Чтобы открыть специальный портал в экспедицию, нам надо добыть журнал экспедиции. Журнал можно купить у игроков или самому выбить на картах, где есть экспедиция. Когда фармите эту игровую активность, то приоритеты взрывчатки устанавливайте следующим образом. Во-первых, старайтесь больше взрывать места с большими флагами, так как из них появляются рунные монстры. Во-вторых, внимательно размещайте взрывчатку возле реликтов. Эти места дают положительные и отрицательные эффекты, которые будут распространяться на врагов. Особое внимание обратите на иммунитеты к различному урону, а то можете активировать реликт, где есть иммунитет к вашему урону. Тогда у вас не получится убить монстров. В-третьих, старайтесь размещать взрывчатку в тех местах, где флаги имеют квадратную форму и на них есть символы. В этих местах находятся сундуки, и с них можно получить журнал экспедиции или какой-нибудь дорогой предмет. Для вашего удобства вы можете просмотреть все активные эффекты в виде списка. Наведите курсор мышки внизу на значок возле размещения взрывчатки. Журнал экспедиции открывается у NPS Деннинг. Всего несколько видов журналов. Они все имеют разное название и внешность. По этим отличиям можно понять, какие артефакты вы будете добывать. Благодаря артефактам вы сможете крафтить предметы в рекомбинаторе. Чтобы понять, какой артефакт получите в конкретном журнале, то нужно посмотреть на вторую строчку. Там увидите обозначение, которое будет совпадать с названием артефакта. Враги в журналах 79-80 уровня сложные. Есть монстры, которые вас с легкостью шотнут. Поэтому хочу поделиться с вами безопасной тактикой зачистки. Данная тактика подойдет персонажам дальнего боя. При сближении с врагом передвигайтесь по спиральной или диагональной траектории. Таким способом вы будете избегать мощнейших атак. Враги будут наносить сильнейшие удары, где вас уже нет. Важно помнить, что нужно быть обязательно в движении по траектории, которую я озвучил. Если бежать строго в прямом направлении к врагам, то вы нарветесь на их атаки. Если вы остановитесь на мгновение, то можете пропустить взрыв под ногами, который вас вынесет. Главной активностью в журнале экспедиции является босс. Когда вы появляетесь в локации, открывайте сразу карту. Если босс присутствует, то на карте будет череп. Внимательно смотрите, так как визуально череп сливается с другими элементами, и его можно не заметить. Разработчикам по-хорошему давно пора изменить визуальное обозначение. Нужно сделать иконку босса по цвету более заметнее. Чтобы попасть к боссу, нужно подвести к нему взрывчатку и подорвать ее. Тогда откроется проход. Мне нравится данный босс. Он атакует стихией холода. Вас могут заморозить, а также вы будете попадать под влияние охлаждения, при котором ваш персонаж замедлится. У него есть 3 опасные атаки. Первая атака, когда он поднимает меч в воздух и через некоторое время втыкает его в землю. В этом процессе главное быть подальше от этой зоны, а то вас скорее всего шотнут. Образуется участок с холодной пульсацией. Пульсация наносит урон, и данная территория будет существовать некоторое время. Туда лучше не заходить. Вторая атака, босс бросает свой меч в прямом направлении от себя, и этот меч быстро возвращается к нему обратно. Если стоять под этой линией атаки, то получаешь 2 раза сильный урон. Третья атака, босс кастует морозные волны. Эти волны могут вас заморозить. Тут нужно быть внимательным, а то во время заморозки можно отъехать. Кстати, морозные волны легко контрятся перекатами. Далее у данного босса есть вторая стадия. В ней он будет быстрее вас атаковать, и окружающие враждебные элементы будут активнее применять свои охлаждающие атаки. Если вы босса быстро не убиваете, то с ним придется попвпшиться. Самая крутая награда с босса, которую вы можете получить, это флакон здоровья Орлота. Теперь рассмотрим распределение очков умения экспедиции в Атласе. Первые 4 поинта 100% доводим до подробных записей, чтобы повысить шанс выпадения экспедиции. Остальные 4 поинта можно вложить в разные направления и протестировать лучший вариант под себя. Если нет желания заморачиваться в тестах, то доводите до легендарных битв.
Это направление увеличит количество редких монстров. Есть ли смысл фармить экспедиции? Да, их можно проходить. Я иногда получал дорогие предметы с сундуков. Мне выпадали совершенные сферы Злата Кузнеца и Дивайны. Также в экспедициях 79 и 80 уровня ваш персонаж до 95 уровня включительно может получать умеренное количество опыта. До 2-3% можно апать за один заход. Вполне неплохо на хай-левеле. На этом у меня все. Если у вас есть что дополнить или меня поправить, то оставляйте ваши комментарии под видео. Победу празднуют в свете, но одерживают ее во тьме. Еще увидимся. Всем пока.